Так, народ, всем привет. И есть уже набралось несколько зрителей, и думаю, стоит начинать. Смотрите, сегодня получается уже третий такой еженедельный прямой эфир, и я решил его сделать немножко, ну так скажем, более полезней, особенно для людей, которые обычно спрашивают в комментариях, где купить, ну и подобные вопросы. Значит, сегодня в этом эфире я расскажу о магазинах, как бы проверенных мной, да, с которыми я в принципе работаю или каким-то образом пересекался, и которые я реально могу рекомендовать. Подборка в принципе небольшая, там где-то магазинов 7, которые реально я могу, ну, как бы, о которых я могу что-то сказать, и ничего как бы негативного. Еще как бы будет возможность пообщаться с представителями магазинов. То есть несколько человек, я так понимаю, которые, ну, магазины я буду там рассказывать о них, и представители этих магазинов будут в чате. То есть вы можете напрямую задавать вопросы им, если вас что-то интересует. Ну, в то время, когда я буду, допустим, показывать их магазин. Этих, этих магазинов Эти магазины мы будем смотреть в Инстаграм. Также у некоторых есть свои площадки, интернет-площадки, как бы там, где можно оформлять заказы. Понятное дело, что через Инстаграм можно лишь пообщаться, допустим, но выбрать интересующие какие-то позиции, допустим, сделать подборку для заказа и оформить заказ, это лучше, конечно же, через сайт. Но так как магазины, в принципе, делятся на узконаправленные, да, можем так сказать, и более с широким ассортиментом, то есть те, у кого больше различных позиций, есть свой интернет-сайт, у тех есть возможность заказа через сайт. Есть же магазины, о которых я сегодня расскажу, но это даже больше, может, некоторые не магазины, а вот отдельно странички мастеров, которые занимаются изготовлением, к примеру, инструмента для работы с кожей. У них своих магазинов нету, через которые можно оформить заказ. Естественно, лучше обращаться в Инстаграм или же, там, я не знаю, по телефону, на e-mail писать. В общем, все как обычно. Если все как бы устраивает, то начнем. Сейчас начнем. Ага, вот. Итак, смотрите, ну это как бы моя страничка, на нее в принципе не обязательно не подписываться, можете просто смотреть, к примеру, наполнение, как я все это делаю. Подписываться не обязательно, и если вы просто как бы для общего количества здесь, то есть не будете проявлять никакую активность, то лучше на страничку не подписываться, потому что теряется у нее тогда активность, там статистика, показы там пропадают и все такое. Вот. Так, начнем, в принципе, наверное, из таких узконаправленных мастеров, которые занимаются, ну, как бы, конкретно, к примеру, изготовлением там инструмента, но вы у них не можете купить нитки, допустим, кожу и химию. Мастер первый, которого я хочу порекомендовать и который реально делает очень крутые вещи в плане инструмента для кожи, может проконсультировать, может подсказать там по сталям. В общем, он очень крутой специалист не только в работе с металлом, но в принципе, вот видите, у него и литье есть, и он там из дерева режет, и в общем, у него очень много как бы навыков именно профессиональных, которые развиты на очень хорошем уровне. С ним даже можно там посоветоваться. В принципе, он
никогда не откажет. И делает он классные вот такие вот различные ножи, просто произведение искусства. Один из таких ножей есть вот у меня. Это как бы мой основной инструмент. Вот шилом постоянно работаю. Еще у меня есть японский нож, тоже как бы мой основной, которым я постоянно работаю. Вот от этого мастера. Единственное, что я еще не успел заказать себе кромкорезы его. У мастера бывают проблемы со здоровьем, поэтому он, ну, даже оформить как бы заказ у него не всегда получается. Из-за того, что он не так часто работает, как бы не постоянно. Вот. Еще он делает такие пряжки, кому нужно, допустим, для ремней. Можем посмотреть на качество. В общем, кому интересно, страничка называется Fathercraft. Еще по поводу этих ссылок, смотрите, вы, ну, все вот эти магазины, которые я покажу, ссылка будет в описании под этим стримом, и все желающие могут просто перейти, скопировать и зайти посмотреть на интересующие вас страницы. Здесь вот, если я не ошибаюсь, есть видео интересное по заточке кромкорезов. Тоже, в принципе, интересная тема. Кто хочет, можете зайти и ознакомиться. Магазина как такового или вот Fathercraft.org, я не знаю, сейчас посмотрим. Но магазина вроде бы не было своего, то есть все заказы через Инстаграм. Вот сайт какой-то есть, но я не знаю, насколько он рабочий. Вот. Так, еще посмотрим. Угу. Пока комментариев немного. Если будет желание, пишите какие-то вопросы. В принципе, если этого, допустим, мастера нету в чате, то я могу ответить, или вы сможете с ним списаться уже после там трансляции, к примеру. Так. Продолжим. Следующий магазин. Это тоже мастер, который занимается изготовлением инструмента, но только этот инструмент из фанеры. Сейчас покажу вам. Я уже показывал в одном стриме этот магазин. В общем, мне очень нравится сам подход мастера к работе. Он просто такой перфекционист и какую-то лажу вам никогда не впарит, так скажем. У меня уже был горький опыт в покупке шорников, и у меня было 3, в принципе, шорника, которые в какой-то момент все равно как бы сломались из-за своих недоработок. Первый шорник я там заказывал у людей, которые вообще в этом ничего не понимают. Они, ну, как бы, то, что я сказал, сделали, и все без каких-то познаний. Зачем этот инструмент и его функционал, допустим. То есть материалы, вся конструкция, она подбиралась, ну, просто вот как я попросил, так они там и сделали. Вот здесь же человек, он в этом всем деле разбирается, создает классные шорники, и классные они тем, что, как я уже говорил, вот, он ставит по желанию такой вот механизм с эксцентриков. То есть здесь не на резьбе, допустим, винт затягивает, выходит шорник, а вот этот эксцентрик, он подтягивает, поджимает. Такая конструкция, ну не то что на мой взгляд, а уже по опыту проверено, что она более надежна. Из-за того, что, допустим, когда мы постоянно поджимаем винт, то резьба изнашивается, и в итоге вот этот узел, он ломается. С эксцентриком все немножко как бы проще, то есть резьбу мы редко
ну, как бы прокручиваем, и вот этот тут узел, он будет более долговечен. Ну, плюс сама вот эргономика этой ручки, якобы нитка там не цепляется. Но скажу так, все конструкции, которые вот я видел и, в принципе, с которыми работал, в любом случае, какая бы она там ну, ни была, допустим, летая, там еще что-то, все равно в определенных положениях нитка будет цепляться. Даже вот за вот эти накладки, которые из кожи мы, к примеру, делаем на этот шорник, даже за эту накладку иногда нить там подкручивается и, ну, и как бы цепляется. То есть от этого никак не спастись. Что я делаю? Я просто беру и меняю наклон этого шорника, допустим, на себя или от себя, и тогда нить она провисает вот где-то вот здесь, не цепляясь, допустим, за вот эти вот разные фиксирующие там винты, выступающие ручки. Вот таким вот образом спасаясь от того, чтобы нить она не цеплялась. Ну еще вот дальше вот такие шаблоны он еще делает для формовки обложек на кошелек, там, для ремешков и так далее. То есть это все можно у него посмотреть и как бы разузнать, кому это все интересно. Очень качественный, то есть продуманный продукт делает. Это у него, я так понимаю, первая модель была. Ставил он такие металлические, допустим, этот механизм Eccentrix. Вот. Дальше начал сам разрабатывать уже вот такого плана ручки. Так, здесь тоже вот запомнили. Novak Tools. Тоже можете перейти к нему, там сделать заказ, если нужен какой-то из таких вот инструментов. Далее. Далее по поводу ниток. Хочу показать по поводу ниток. Вот. Сейчас работаю нитками от компании Macy. Вот они как появились в Украине. Это вот мой фаворит CNG. Я использую в толщине 0,45 мм обычно. То есть мне это такая нить нравится. Сейчас даже покажу. Кошелечек сегодня закончил. Сейчас переключусь. Вот. Тоже в принципе прошил той же нитью. Нравится мне сочетание шага 3,85 мм и эта нитка. Очень классно получается, ну, на мой взгляд, да, то есть можно взять нить, допустим, потоньше, но как-то оно вот, мне более гармонично, допустим, 3,85 плюс 0,45 нить. Если шаг мельче, тогда можно брать и тоньше нить. Так, здесь уже вопросы. Давайте я сейчас по ниткам покажу сам магазинчик, потом отвечу на вопросы. В общем, вот на мой взгляд, это сейчас самое лучшее предложение вообще на рынке. И я смотрю, даже многие именитые мастера, они все переходят на нить Macy. Качественный, реально качественный продукт. Вот эта нить, она очень похожа, сама по себе это синтетика, но очень похожа на льняную. И ну, у них есть разные там и льняные нити, и плоские, круглые, в общем, там крученые, плетеные. То есть это надо уже с консультантом там общаться, что вы себе хотите. Вот. Но качество нитей очень высокое и реально их можно рекомендовать. Плюс сейчас они еще, смотрел, какой-то начали материал продавать. В общем, для внутренних вот этих кармашков, когда многослойные кошельки. Сейчас где-то я Jagger. В общем, такую ткань продают. Нет, наверное, здесь у них нету. Если будет у меня возможность и вообще куда-то смогу применить в своих изделиях эту ткань, я потом сделаю на нее обзор. Но сейчас у них на страничке здесь вот нету.
хотел сразу вам показать, но почему-то эта ткань у них отсутствует. Такой синтетический материал, очень тонкий, который используют для кармашков кошельков. Так, все, вот как бы ссылка, название профиля, то есть можно себе отметить. Теперь к вопросу, какую толщину подложки использовать для пробивки кожи, чтобы не образовался так называемый пузырей. Какие есть альтернативы? Смотрите, перепробовал очень много подложек. И здесь какая фишка? Даже подложка там 10-20 мм толщиной, она все равно через время начинает сгибаться. Вот. Сейчас даже покажу. У меня есть вот такая вот доска. Там я на этой пробовал пробивать. Но она скользкая. Мне не понравилось, что она... Ну, ее тоже как-то надо фиксировать. К чему я пришел? У меня есть вот такой вот старый коврик ненужный. Вот, я его там сломал где-то, в общем, такое. И использую его для пробивки. Вот если видите, он весь в дырочках от пробойника. Вот это для меня сейчас самый оптимальный вариант. В принципе, ну как, допустим, и этот материал он будет гнуться. Но из-за своей плотности вот, пробойник он как бы, ну как сказать, пробойник там не повреждается, и он глубоко не заходит сюда. То есть красивое отверстие, допустим, на выходе получается, не прорывается. Да? Вот это сейчас для меня такой самый оптимальный вариант работы с пробойниками. Все остальное, в принципе, вот такая у меня там подложка была. Ну, здесь я ножом резал. А есть еще такой у меня кусочек, на котором пробивал, допустим, высечками, высекал там отверстия пробойниками. И вот он прям такой сразу согнулся дугой. То есть никакие материалы, они вас не спасут. В любом случае доска или же быстро изнашивается, к примеру, вот толстая, там 4 мм, 40 мм толщиной, да, берем. Ее вроде бы не гнет, но при этом она быстро изнашивается из-за того, что материал более мягкий. Пробойники делают вот эти канавки, через какое-то время уже те же пробойники попадают в те же канавки, оно там соскакивает, в общем уже шов будет неровный или рваный какой-то. И то есть вот эти подложки, их желательно менять время от времени. Ну, вот как, допустим, у меня этот коврик, я его на кусочки порезал, поломал и там поработал. Он у меня там, к примеру, согнулся. Все, я выбросил, взял еще кусочек. Ну, вот таким вот образом. Понятное дело, что, допустим, покупать большую плиту, ну, нецелесообразно. Вот то, что я показывал, вот эта плита, вот у нее здесь, по-моему, 20 мм толщина. Но под пробойники мне она не нравится из-за того, что очень глубоко входит пробойник сюда и сразу оставляет канавки, бугорки разные. То есть через время уже тот же пробойник, допустим, если попадает в ту канавку, он прорывает кожу или же, к примеру, соскальзывает куда-то, уже получается кривизна там по шву. Ну, мне вот такие вот подложки не понравились. То же самое с высечками, если мы работаем, допустим, с круглыми. То же самое продавливаем, и сразу высечка оставляет на этой плите вмятину или очень глубокую. И через время тоже эти вмятины, они там накапливаются, и уже особо работать с такой плитой некомфортно и некачественно она выходит. Что от них я отказался. Дальше подскажите, какой крамкорез для какой кожи подходит. Как, давайте скажем так, крамкорез это инструмент, который подойдет, в принципе, для любой кожи. Здесь нужно отталкиваться, наверное, больше
от толщины кожи и от размеров самой ширины лезвия крамкореза. Допустим, но здесь тоже такой прям привязки нету, ну конкретного какого-то правила, что, допустим, крамкорез 1 мм, он подходит для кожи, к примеру, толщиной 3 мм. Такого нету, ну как бы, может кто-то и рассказывает, но на самом деле, если вам нравится, допустим, работать с крамкорезом 0,6 мм на ременной коже, то почему этого не делать и получать как бы свой какой-то результат? Допустим, ну, насколько я понимаю, как выбирают крамкорез, чтобы вот на торце получился такой полукруг, вот, то выбирают, допустим, крамкорез, ну, который бы снимал пол ширины, это, наверное, пол ширины торца. Но я так не работаю. У меня есть крамкорез 0,6 мм и есть крамкорез 1 мм, и был крамкорез 0,8 мм, и 1,2 был. И, в общем, я это все тестил. В итоге остановился на том, что мне для всех задач, в принципе, подходит крамкорез 0,6 мм, чтобы просто снять какой-то, ну, неровную вот эту фасочку, снять, к примеру, в каких-то случаях. Вот, я использую такой тонкий. Если изнанка сильно ворсится, и получается, что мы, допустим, проходим этим узким крамкорезом, и ворс, он такой только поднимается, как бы крамкорез его не захватывает, тогда я использую более широкий крамкорез, ну, к примеру, там 1 мм, да, чтобы он мог захватить вот этот весь большой ворс и просто его тоже срезать. Поэтому ну, я только из таких каких-то побуждений подбираю крамкорезы, не отталкиваясь от того, какая толщина кожи. Так, все, пока вопросов нету. Дальше переключаемся, смотрим. Значит, этих рассказал. Еще. Сейчас покажу вам. Вот такой вот есть магазинчик. Не так. По-моему, вот. Вот он. Штамп Tool. Это, значит, мастер, который, ну, у него, наверное, уже, как бы, не знаю, там, цех по производству, но, в общем, он разрабатывает и создает такие различные 3D штампы, просто крутючие. И плюс такие вот ножи, очень, очень крутое качество и штампов, и ножей, и просто одно удовольствие этим всем работать. Вот сразу покажу, допустим, штампы у меня есть от этой мастерской. Они вот именно для теснения на коже изготавливают инструмент. Сейчас у них здесь вот какие-то скидки там и все такое, но различные штампы, ролики для теснения, то есть все, что касается именно узорных каких-то вариантов. Там, в принципе, есть и другие, допустим, что еще у них брал, там бивелеры разные, то есть, к примеру, вот такие вот штампы. То есть то, что нужно, допустим, для теснения, там, для начала или вот какие-то узорные варианты, очень большой выбор этих всех штампов. Ну и качество, конечно, на высоте. Скажу так, цены не самые приемлемые, но реально вот сравнивал, допустим, качество штампов, которые вот от этой мастерской, допустим, японские, там есть у меня несколько штампов, то разница есть. Разница в исполнении просто огромная. Вот, если кто интересуется, допустим, теснением, то я уверен, они уже или знают об этом магазине, или же, если не знают, то зайдите,
Уверен, что найдете много себе интересного. Так. Еще вопрос. Ну, можете скинуть ссылки на эти магазины. Ссылки, смотрите, ссылки, даже, скажем так, названия этих профилей в Инстаграме на магазины будут в описании под этим стримом, под видео. А дальше вы можете уже переходить, допустим, если у этих магазинов есть какой-то свой интернет-сайт, можете переходить и там уже ознакомливаться с их ассортиментом, то, что они продают. Так, здравствуйте, не удаляйте стримы, бывает нет времени посмотреть в прямом эфире. Стримы, в общем, решил оставлять на канале в отдельном плейлисте, они будут все сохраняться, так что если есть желание, переходите, смотрите, там первый, второй, уже 2 стрима было, можете посмотреть, кому интересно. Так, клише для изделий, личное клише, использовать только покупные или есть опыт самостоятельного изготовления? Смотрите, сам ничего не изготавливал в том плане, что у меня и инструмента нету. Ну, как бы живу в квартире. Это раньше, допустим, у родителей дом в частном секторе. И там есть возможность работать, стучать, там, работать с металлом и все такое. Здесь, допустим, живу в квартире. То есть место максимально я уже укомплектовал под работу с кожей, и поэтому каких-то других вариантов работы, допустим, над своим штампом у меня пока нету. Я хочу, может, для теснения, конечно, попробовать, но у меня просто хочется попробовать что-то сделать, допустим, там, не знаю, с какой-то шпильки. Вот я смотрел, там люди делают тоже классные вещи. Хочется попробовать, но пока нету для этого возможности. И не знаю, если появится, то, конечно же, когда-то покажу, расскажу, если что-то реально стоящее получится с этого всего. Все штампы у меня покупные, клише тоже покупаю. А клише хотел как бы показать как мастерскую, да, у которой заказываю, но у них нету своего аккаунта в Инстаграме. У них есть сайт, называется Клише in UA. Почему они? Скажу так, цена, качество самые оптимальные, по крайней мере, в нашей стране. Вот недавно я столкнулся с тем, что мне нужно было срочно изготовить клише. Вот есть заказ, в пятницу он поступает, и нужно срочно изготовить клише. На выходных у нас никто не работает. То есть я звонил, написал, ну, наверное, всем, кого нашел по изготовлению клише, в Инстаграме искал, в чатах, там всем написал. Ну, это просто какое-то сумасшествие. То есть цена на клише варьировалась, ну, допустим, одни мне хотели сделать там за 300 гривен, другие за 1700. Понимаете? И одно и то же клише. И это просто, я не знаю, от чего кто отталкивается. В общем, вот эта мастерская клише NUA, они тоже, ну как бы я обычно у них заказываю, но они не захотели браться за этот заказ, потому что у них уже была загрузка и на выходных они не работают. То есть они могли сделать только с понедельника. В итоге я на сайте OLX нашел мастерскую, которая сделала клише, плюс накинули там как бы за срочность, хотя это не обсуждалось, потому что они работают 6 дней в неделю, но все равно накинули мне за срочность. В общем, ну это такое, ладно, главное, что выручили, сделали, и я выполнил заказ и быстренько отправил. Вот. Но с заказом клише реально проблема. Если вам нужно, вот, допустим, на выходных заказать, то вряд ли у вас это вообще получится. А если, допустим, не выходные, то что в клише NUA, и вот я еще у них такую штучку себе заказал. Ставлю на пресс,
И, допустим, есть такие китайские там ножи разные угловые или высечки такие круглые есть китайские. Вот. Просто продавливаю. Очень удобная такая, как сказать, вот очень удобная такая штучка. Сделал. И у них они делают разные площадки для крепления там на термопресс. То есть ну, как бы уже опытные в этих вопросах, к ним можно обращаться. И цена вопроса там ну, небольшая. То есть клише может но обойтись там небольшое в районе там 250-350 гривен. То есть это нормальная цена в принципе. Одна из, наверное, самых низких вообще, которые есть по Украине. Так, вот смотрите, появился в чате представитель магазина Бахтарма. То есть, если хотите, можете прямо в чате задавать вопросы и вам на них отметят. Но о магазине я скажу немножко позже об этом. Так, где заказываете фурнитуру, заклепки, молнии и так далее. Сейчас чуть позже вот буквально отвечу на вопросы и перейду уже к более большим магазинам. Посмотрите, где это все можно заказать. Скажите, пожалуйста, с какой кожей самое больше работаете? Работаю с ременной растишкой итальянского производства. То есть основные мои изделия, они из ременной кожи. На втором месте это сейчас Бутера. То есть шью с него разные чехольчики, кошельки. Ну, кстати, про Бутера. Давайте я сразу, наверное, расскажу. Покажу магазин. Вот, называется Sandcraft.ua. Они продают по очень хорошей цене кожу Бутера. И сейчас они продают не только полу, но и плечи. То есть кожа очень высокого качества и по очень хорошей цене. Вот сегодня уже показывал. Сегодня вот закончил кошелек. Внутренняя часть это Бутера. Вот. У них появилась еще кожа ременная. Тоже классного качества. Кстати, вот я себе брал. Хорошая, плотная растишка с таким эффектом пулап. То есть, в принципе, продают кожу, которую ну, в Украине сложно найти. Я бы сказал, даже в принципе нереально. То есть хорошие позиции. И еще кроме Бутера у них еще была растишка какая-то тонкая. Но сейчас я вот не вижу, нужно звонить им, спрашивать, интересоваться. Вот по поводу ременной кожи. Они публикуют еще изделия других мастеров с кожи, которую продают. То есть можно у них увидеть под чехольчики. Это все Бутера. В общем, кожа реально хорошего качества и цена, наверное, самая низкая по Украине. Это не наверное, а точно. Вот. И сейчас у них еще Бутера появилась вот в таком вот цвете. Только я не знаю, ее можно там или окрашивать. То есть она, скорее всего, уже идет вот в таком каком-то более натуральном цвете. Видел изделие. Не знаю, конечно, насколько это практично и как эта кожа стареет. Интересно было посмотреть, ну, такой светлый цвет, что с ним происходит через, допустим, там, несколько месяцев использования. Вот. Все, запомнили Sandcraft или потом посмотрите в описании под видео. Блин, а я не показывал. Я не показывал свой экран. Так. Забыл переключиться. Смотрите, в общем, вот магазинчик. Можете сюда зайти и посмотреть. Бутера они продают, изделия, которые изготавливают с их кожи. То есть то, что показывал ремни, допустим. Очень классного качества. Так, все, переключаюсь. Дальше смотрим. Клише можно изготовить в домашних условиях с использованием утяжной технологии и электролиза.
Ну да, это все можно делать, ну просто в этом, во-первых, нужно разбираться, нужно понимать, что делать, ну, на самом деле не все так просто. И это время, это иногда время дороже того, чтобы вот сидеть, допустим, и чего-то там выдумывать. Но если есть желание, вот, есть просто люди, которые любят все делать сами, да, почему бы и нет? Если хорошо получается, можно и самому сделать тоже себе клише и нигде не заказывать. Так, добрый вечер. Подскажите, какую лучше применять химию для красок, чтобы меньше было разводов от этой химии и при сгибании на коже не появлялась белесость. Химия светлеет. Спасибо. Эм, Давайте по поводу крастов. Сейчас, я не знаю, в чате еще, наверное, нету. Есть представитель магазина АТК, о котором я вот сейчас вам сразу расскажу. Перейдем к магазинам, которые уже с более широким ассортиментом товаров для кожевников. Вот. По поводу крастов, есть такой крем Meltonian, по-моему, называется. Вот, я смотрел на него обзоры и сам тестил. В принципе, вот он вроде бы на красте нормально работает без всяких белесостей там на изгибах. То есть он как бы для этого предназначен. И этот крем можно уточнить по наличию в магазине АТК. Значит, что это за магазин АТК его? Это магазин, в принципе, который познакомил меня с химией EXI. До этого я работал с Кенда Фарбен, потом Фибинс пробовал разные средства. И вот, ну, не знаю, как-то перепробовал много средств, но всегда оставался какой-то вот нюансик. Вроде бы средство подходит, но в чем-то все-таки ну, оно недостаточно хорошо подходит. Поэтому я вот искал, и магазин АТК показал химию EXI, от компании EXI. Значит, у них есть разные там апритуры, то есть химия, в принципе, направлена на работу с кожей, на восстановление, на работу там с замшей. У них есть крема, краски, различные там апритуры, восстанавливающие какие-то краски, крема, там очищающие жидкости и все-все-все. Вот, кстати, апритура, у меня кто-то спрашивал, так, какой апритура сейчас работает. Вот такая баночка, тоже компания Экси, называется Лючида или как-то так. Чем нравится, очень жидкая, хорошо впитывается в принципе в любую кожу. Вот. И ну, она не создает прям такую очень сильную пленку, такую искусственную, как, допустим, апретамилд, к примеру, нанести, и получается какой-то пластик. Вот. А это, ну, как бы апритура, она более такую натуральную оставляет поверхность, при этом обновленную, блестящую. Вот пользуюсь сейчас ей. Смотрите, магазин АТК, значит, он в большей степени специализируется на чем? На разных средствах там, по восстановлению. Кстати, здесь можно позвонить, проконсультироваться, и вам действительно дают такую, ну, как бы отвечает знающий человек. То есть не просто там, ну, возьмите, попробуйте, вот это вам может подойти. А вам реально подскажут, какое средство под конкретно ваши задачи подойдет. И в этом очень огромный плюс данного магазина. То есть проконсультируют по химии, какую, допустим, помогут подобрать не только там по восстановлению и реставрации, к примеру, изделий, но то же самое там апритуры, как они ведут себя, подойдут ли, допустим, под ваш тип кожи и так далее. Это все можно здесь уточнить. Забыл я
еще взять пряжки. Вот этот магазин, значит, чем он для меня ну, как бы полезен. У них есть хорошего качества пряжки. Это, кстати, тоже я о пряжках у них узнал. Сейчас пряжки для ремней очень крутого качества, латунные от компании Идам. Здесь их мало показано. Здесь больше кожа. В общем, ну, вот пряжка. Но я более классический как бы люблю. Вот такого где-то плана. И пряжки реально очень хорошего, высокого качества. То есть это тоже как бы, могу рекомендовать, где именно купить классные пряжки. Ну а так, допустим, здесь что есть в этом магазине? Можно заказать кожу, растительное дубление под окрашивание различных толщин, как, допустим, для кошельков, там, галантерейных изделий, так и, в принципе, ременная. Тоже кожа действительно высокого качества. Вот недавно делал книжку, обложку для книги и работал с этой, по крайней мере, частично с этой кожей, потому что там было несколько толщин. Вот. Хорошо окрашиваться, тесниться. Все как бы с этим нормально. Также в этом магазине есть кожи для галантерейных изделий, там для обуви, растишка и хромового дубления кожи, различные артикулы для пошива сумок. Есть, в принципе, на разный кошелек, есть более дорогие, есть более бюджетные варианты, вот, и разных толщин, то есть все, что понравится, можно здесь заказать. В общем, что касается этого магазина, здесь реально можно взять себе химию, можно взять фурнитуру для ремней, там, для сумок, и можно взять кожу. В принципе, ну и какой-то инструмент, допустим, для нанесения той же химии, к примеру, там губки морские, различные щетки и так далее. Вот. Это то, чем богат данный магазин и то, чем он может быть интересен. Так, на красте работает норм Гордени, но она для жировных площадь. Угу. Добрый вечер, есть доставка Молдову. Вот, кстати, добавился и магазин АТК представитель, то есть кому интересно, можете задавать вопросы прямо в чате. Здесь вот вопрос по поводу доставки в Молдову и вообще по поводу доставок за границу. В чате есть. Может, ну, вот магазины могут ответить там Бахтарма, АТК, есть ли у вас доставки за границу, то есть работаете ли вы с заграничными заказчиками. Так, следующее вот как раз рассмотрим магазин Бахтарма. Так, где-то вот их Инстаграм. Смотрите, в общем, чем магазин хорош лично для меня, это тем, что в первую очередь он находится в моем городе, то есть очень оперативно я могу заказать, допустим, купить себе что-то и поехать забрать в тот же день. То есть это все выходит оперативненько. Далее, в этом магазине есть кожа, химия, инструменты. В общем, они ну, такого более широкого охвата, так скажем. Так, есть вот экзотика. Сейчас, кстати, сейчас вот они завезли краску Uniters, еще завезли клей Интерком. Это то, что я сейчас вот взял, тестирую, потому что краска реально нашумевшая. Не получалось у меня с ней, ну так, плотно поработать. Сейчас взял у них на пробу эту краску, дали клей Экостик 1816, это то, что мне рекомендовали подписчики попробовать этот клей. Тоже, ну не знаю, если получится, я сделаю на него обзор.
Сегодня работал уже с ним над одним изделием. В принципе, ну как, все понравилось, то есть приятный запах. Но о нем, в общем, в отдельном видео, скорее всего, расскажу. То же самое, краски. Далее, что у них есть? У них есть инструменты. Вот взял себе, если видно, взял себе стамеску. Они уже продают брендированные свои инструменты. И это не Китай. Реально классное качество у этих инструментов. То есть я уже с наместочкой тоже сегодня поработал над кошелечком. В принципе, как бы все нормально. И у них этот ассортимент инструмента пополняется. Чем нравится еще этот магазин, что они развиваются, появляются новые какие-то артикулы. Инструмент у них, он как бы делится на тоже там на более бюджетный, более доступный и более качественный. К примеру, вот стамески очень хорошего качества у них. Есть, допустим, еще будут двоилки для кожи. Это я уже со временем себе позволю и после сделаю какой-то обзор, потому что штука тоже реально полезная. По коже есть все, Crazy Horse, ременная, разные позиции. Есть стоковые кожи, которые хорошего, высокого, так скажем, качества, но они, допустим, в ограниченном каком-то количестве, при этом цена на них очень даже, скажем, доступна. И есть как бы постоянная основа, позиции на постоянной основе, которые будут уже подороже. Тоже есть кожа под окрашивание, есть красты, есть ну, экзотика. Просто переходим вот на сайт на их и смотрим ассортимент, все, что интересует. Есть у них фурнитура. Здесь, кстати, я вот показывал штампы от мастерской, так. У них эти штампы есть, они продают их в Украине, то есть та мастерская, она находится, по-моему, в Болгарии. И в чем недостаток? Во-первых, ну, нужно оформить заказ, во-вторых, нужно платить за доставку. Если, допустим, вам нужен какой-то один штамп, который понравился, то можно заказать у Бахтармы. Это в любом случае получится дешевле, нежели заказывать его с Болгарии. Вот и все. Здесь вот экзотика. Пробойники смотрел, но еще себе не позволил. Есть у них пробойники для часовых ремешков и вообще вот с шагом там 5 миллиметров, но это какие-то пробойники вот разработаны именно под этот магазин. То есть их так нигде не найти. Брендированные я тоже себе хочу взять. У них там есть неплохое решение для пресса. Тоже потестирую. Я думаю, со временем покажу вообще, как это все работает. Так, посмотрим, что у нас здесь. Ай, блин, я не переключился. Сейчас, секундочку. Вот магазин. Есть сайт у них. То, что я говорил, переходим туда и смотрим ассортимент. Далее, чем они богаты. Краски Uniters, это сейчас вот, ну, они завезли, так скажем, новинка, которую взял для тестов. И дальше немножко расскажу, что у меня с этим как бы получается. Да? Те же вот стамески разной ширины. Вот красты, там растишка, ременная кожа. Ну, в общем, все, что я сказал, просто я не показывал этот сайт. Вот штампы, которые у них можно заказать. Так. И вот пробойники для часовых ремешков. В общем, там действительно очень много позиций. Плюс у них еще фурнитура есть. Спрашивали, где купить фурнитуру для изделий из кожи. В Бахтарме есть, в принципе, чем магазин хорош, у них есть все для кожи, ну, как все. Каждая, допустим, позиция, если мы берем там инструмент, кожа, химия, то можно зайти в этот магазин,
полностью взять весь набор и ну, для создания какого-то изделия, да, изготовить его. Вот этим, в принципе, магазин и удобен. Вот уже экран я показал. То есть магазины чем хороши, вот эти именно большие, тем, что у них большой ассортимент. Мы, допустим, если заходим в какой-то магазин, мы можем выбрать все позиции, которые нам нужны для создания изделия. При этом не переплачивать, допустим, по несколько раз там, за доставку, если заказываем из разных магазинов. Вот. И вот так, теперь по комментариям. Так, есть доставка. Ага. Ну, смотрите, доставка, в принципе, есть. Если кого-то, допустим, заинтересовали позиции в этих магазинах, то есть доставка за границу есть, просто связывайтесь там, с консультантом, и они уже расскажут, как это все дело провернуть и оформить. Все равно, я думаю, есть какие-то определенные ограничения там по весу или же по количеству, по сумме заказа. Еще как бы почтовые эти отправки. Нужно уточнять моменты. Так, здравствуйте, вопрос не по теме. Сколько нужно денег для начала занятия производства в домашних условиях? Инструмент, химия, кожа. Угу. Сколько денег нужно? Ну, смотря с чего начинать. Если очень бюджетно начинать, то в принципе, ну сколько? Ну, набор китайского инструмента и кусочек кожи, там может, ну, не знаю, до 1000 гривен, наверное. Может и меньше. Ну, это все в гривнах, там долларов 40-30, наверное, нужно. А если так, чтобы как бы дальше это все более качественно развивать, то, конечно, нужен инструмент уже более качественный и материалы, фурнитура, все это, само место, потом материалов нужно не один, а несколько разных артикулов. В общем, здесь сложно подсчитать вообще, сколько все вложено. Оно постепенно там обрастаешь этим всем, появляются какие-то новые позиции. Но я так даже не подсчитывал, сколько это все стоит. Ну, давайте так, вот одна шкура, которую я там заказывал для изделий, вороток, да, он там в районе 3-4 тысяч стоит только один, а их там ого-го, сколько надо. Так, ну, покажите экран. В общем, с Бахтармой я немножко отвлекся и не включил экран. Я думаю, вы сможете дальше с этим всем ознакомиться. Перейти уже посмотреть то, что вас будет интересовать. Так, для пресса PMAX Tool, любые пробойники кожи и так далее. Что это такое? Это пресса PMAX. Это, я так понимаю, какая-то реклама пошла в чате. Так, добрый вечер. Я пользуюсь магазином Бахтарма, очень доволен, рекомендую. Вот, отлично. То есть, ну, понятное дело, что многие знают те магазины, о которых я рассказываю. АТК, Бахтарма, и вот дальше еще финальный будет магазин, который я вам покажу. То есть многие, кто уже в этой теме, они их знают, но в принципе много и тех, кто постоянно как бы спрашивают, где купить. Поэтому и решил сегодня эфир вот так вот приурочить подобной теме. Ну, может кто-то и найдет как бы полезную информацию в этом всем. По доставке никаких проблем, обращайтесь. Вот, в Бахтарме тоже есть доставка. Да я думаю, сейчас многие как бы работают за границей, потому что внутренний рынок Украины, он уже перенасыщен различными мелкими магазинчиками, стоками, к примеру, да, там этим можно подешевле купить, но магазины, к примеру, у них там нету, ну, они более узконаправлены, вот, и
Поэтому каждый как бы себе там по щепотке отхватил заказов. И на украинском рынке ну, не так, не так, скажем, может и выгодно оставаться. То есть нужно выходить за рамки и работать из-за границы. Вот. Так, это не реклама. Ну, смотрите, турецкие магазины, вот здесь написали по поводу там, турецкого магазина, Алиэкспресс. Эти магазины я вот не рассматриваю. Кто-то писал там в комментариях, что лучше Алиэкспресс магазина нету. На самом деле это не так, потому что в принципе уже большинство таких именно проверенных каких-то полезных позиций там по инструменту, то, что есть на Алиэкспресс, оно уже присутствует у нас в Украине, в наших вот магазинах с более широким, так скажем, ассортиментом товаров. И при этом цена, она отличается, ну, не очень сильно. То есть, если мы учитываем, что с Алиэкспресс товар будет идти несколько недель, а то и месяц, и мы выиграем на этом, ну, я не знаю, там $1-2, то, в принципе, смысла нету вообще в том, чтобы заказывать на Али. Плюс они сейчас как-то, ну не знаю, и цены подняли, и очень много там всяких обманов. Я следил за этой пятницей. Черная пятница была на Али. Думал взять себе там со скидкой. И скидки какие-то обещались. Потом в итоге получается этот товар на момент Черной пятницы или недоступен, или они сначала там повышали в несколько раз цены, потом как бы понижают, но в принципе мы остаемся на той же цене, допустим, на которой начинали отслеживать, и это все, в общем, фигня. Алиэкспресс разочарован. Есть там, конечно, позиции, которые достойны внимания, но ценник у них, извините, есть как бы там классные инструменты, но там $100-200 ценник. За такие деньги можно взять, в принципе, инструмент, и у нас, у наших мастеров, который будет не менее качественный, а то даже и получше будет. Вот и все. Ага, вот от Цинкрафт тоже отписали, что есть доставка по всему миру, так что если кому нужна бутера по нормальной цене, можете вот обращаться в Цинкрафт. Так, ну и смотрите, финалить будем магазином. Какой магазин у меня? Вот, Optmaster. Это тоже огромный, так скажем, магазин в плане ассортимента разных позиций для работы с кожей. Вот. Чем мне нравится этот магазин? Ну, в первую очередь тем, что они, конечно, подошли очень серьезно к оформлению своей странички Instagram, и у них крутые картинки. Здесь даже вот хочется лайкнуть, даже если вам это средство оно не нужно. Работает прям на профессиональном уровне для съемки различных вот, щеточки, в общем, все химия, инструменты, все с каким-то таким интересным подходом. Очень, очень, так скажем, привлекает. Что здесь есть? Здесь тоже, в принципе, есть все. И магазин на данный момент тоже расширяется. У них есть и молнии, инструменты, и вот химия. Кстати, сапфир, ну, замечал, по-моему, только на этом сайте. Может, я как бы не искал, может еще где-то есть по Украине эта химия, это профессиональная химия для работы с кожей, там по восстановлению, по уходу за кожаными изделиями. Вот. Но у них эта линейка как бы химии представлена. Разная фурнитура для создания сумок. Ну, в общем, все. То есть в этом магазине, в принципе, тоже можно заказать, как бы зайти и взять себе все, что необходимо в одном месте и не тратиться, допустим, на там, не делать лишние телодвижения в поисках какой-то одной позиции. У меня вот было недавно, что я зашел на сайт там на один, заказал все, что было нужно, и в итоге у них не было
одной пряжки, которая реально мне пришлось ждать около месяца, пока они ее привезут. И ну, из-за этого там заказ затянулся. А я снова не переключился. Блин, забываюсь. Сейчас. Вот мастер теперь пострадал. От магазина Мастер. В общем, у них есть то, что я вот говорил, подход к оформлению странички очень классный. Фоточки, они прям, ну, очень прикольно к этому всему подходят, к рекламе своих продуктов, которые... Это вот краска, на которую уже есть у меня обзор, которую я показывал в своих видео. Это вот, по-моему, краска, которая светится ночью. Ну, то есть всякие интересные позиции. Вот смотрите, какая фотка для воска. Все. В общем, сюда можно даже просто зайти и такое получить эстетическое удовольствие, смотря на эти все картинки. А вот у них еще есть инструмент от японцев Oka Factory. В общем, я уже сделал у них заказ, ну как бы напрямую сделал, но здесь тоже такой момент, что если вам нужна какая-то одна позиция конкретная, к примеру, там пробойники или какой-то установщик или еще там что-то, то в принципе проще, я даже считал, проще заказать это у нас в Украине, допустим, в этом вот магазине. К примеру, тот же штамп, он выйдет не намного дороже, чем заказать его с Японии. Если же нужно несколько позиций, тогда в принципе есть смысл, но там тоже одному нету резона как бы заказывать. Я собирал, вот у нас было трое, общий заказ, и мы сделали заказ, чтобы поделить доставку, потому что доставка с этого сайта тоже там очень высокая, что-то около $20. То есть если вы заказываете штамп, к примеру, за $5 и доставка его будет там $15-20, то как бы в этом никакого смысла нету. Проще здесь заказать. Разница там, ну, очень небольшая на самом деле. Всякие штампы у них. Так. Ну, на этом список магазинов, которые я могу рекомендовать, он закончился. Ну, по крайней мере, на данный момент. То есть все, что мне нужно, я вот все свои потребности покрываю вот этими магазинами. То есть мне там инструмент, химия, кожа, это все я заказываю в этих магазинах. Фурнитура. Так. Все, да. В общем, смотрите, вопросов, я так понимаю, больше нету. Давайте, ну я не знаю, может я еще пробегусь по этим всем магазинам. Еще раз их покажу. Смотрите, Master это большой магазин, где можно купить все необходимое для создания, в принципе, все там от обуви до кошельков, сумок и так далее. Вот. Есть также представлены более качественные материалы, более бюджетные, в общем, на любой вкус, цвет и кошелек. Вот, вот так. Вот, это магазин от Master. Далее идем по списочку. Бахтарма. Здесь тоже это большой магазин, где можно купить себе, по сути, все для создания определенных изделий. Химия, инструмент, кожа, нитки. Здесь, кстати, нитки тоже есть, нитки Мэйси. То есть, если вы, допустим, покупаете, ну вот то, что я говорю, что вам нужно зайти в одно место и купить все, да, то, наверное, проще взять, допустим, нитки сразу, к примеру, с краской, с кожей и там с какими-то пробойниками сразу в одном месте, вот в этом магазине, чтобы, допустим, не платить за доставку тех же ниток с сайта
на EC, которые я вот показывал. Но у меня бывает такое, что нужны нитки, но при этом больше ничего особо не надо, поэтому я чаще всего, конечно, заказываю в этом магазине, который конкретно продает нитки. Так, Бахтармой понятно. Дальше АТК, это тоже здесь есть все, кроме инструмента. То есть они инструмент не продают, но все материалы, фурнитура, химия для изделий из кожи, она есть. Разные виды кожи для разных изделий, качественные пряжки и химия Экси. Это то, что я здесь беру. И то, в принципе, вот они как бы подсадили на Экси, и я теперь постоянно работаю с этой химией. Что-то, ну, как бы на что-то другое нету желания переходить. Далее кожа. Далее кожа Бутера и ременная растишка очень высокого качества и по очень, так скажем, по очень доступной цене. Это магазин Sandcraft. Вот. Так, ну, в принципе, Бутера она себя уже хорошо зарекомендовала, поэтому особо ее рекламировать и нету смысла. Далее штампы это для теснения. Чисто разрабатывают разные узорные штампы и неузорные, и ролики, и ножи поворотные, и вот даже книжку у них с узорами можно купить для теснения. Все, что касается теснения, в этом вот магазинчике. Но единственный момент, что он, по-моему, в Болгарии. Вот у них есть на Etsy, в общем, магазин, где можно это все оформить заказ. Так, как он еще не сказал. Ну, нитки, само собой. То есть тоже все очень красивенько. Кстати, нитки еще чем классные, что прям вот в тон можно по тональности подобрать их под кожу. Настолько много различных оттенков, что можно 100% попасть как бы в цвет там, своему изделию. Очень круто, конечно. И цвет он такой, что не выгорает. Такие насыщенные, действительно насыщенные цвета. Но у меня здесь там особо примера нет. Ну вот на образце, к примеру, вот, оранж, он действительно оранж. Так. С этим разобрались. Novak Tool это шорники и различные шаблончики для изготовления там, ремешков, обложек. Ну и очень классные, крутые вещи для работы. Вот именно режущий инструмент. Здесь сейчас больше на пряжке. Вот такой вот у меня ножик. Это, кстати, наверное, мой вот это вот нож, которым я работаю основной. Ну, изначально вот он резал, сейчас покажет мастер, как он режет изначально. После того, как я его начал точить, может он немножко, конечно, и не так уверенно распускает лист бумаги, но все равно острый и постоянно им работаю. Классный, качественный инструмент. Да. Здесь ну, как бы разные ножи, это просто конкретно надо с мастером общаться, он сделает любую конфигурацию. А крамкореза он вот сам разработал, такая моделька плюс. Ну, в общем, этот инструмент, он помимо того, что действительно качественный, он еще и круто просто его приятно даже, не знаю, держать в руках. Он сам по себе очень такой еще красивый, приятно им работать. Так, народ. Я покупал в Бахтарме, доставка в Харьков, все без проблем. Так, хорошо. Вынужден покинуть вас, но буду рад пообщаться, скажем. Ага. Все, в общем, смотрите, если вопросов больше нету, чтобы не затягивать
так уже час 12 мы просидели. Чтобы не затягивать эфир, смотрите, буду финалить. Надеюсь, подобная информация вам будет полезна. Может, еще какие-то вы хотите обзоры, какие-то сравнения, не знаю. Пишите в комментариях. В общем, так, чтобы наше, допустим, вот, каждое общение, каждый этот эфир, он был чем-то полезен. Надо какие-то, может, темы задавать, не знаю. В следующую среду планирую еще выход. Это уже будет 4-й эфир. Если чего-то хотите услышать, пообщаться на какую-то тему, пишите в комментариях. Значит, под видео я оставлю ссылки на все магазины. Вы можете ознакомиться с ассортиментом, посмотреть наличие всего, что там вас интересует, пообщаться с представителями и так далее. Также в описании там есть ссылка на наш телеграм-чат. Нас все больше и больше, и народ там активно общается. Тоже, если нужны вам ответы там, оперативно на поставленный вопрос или, допустим, объективная и необъективная оценка ваших изделий, можете добавляться в чат, бросать фотографии изделий там первых, не первых. В общем, обсуждаем все, общаемся на интересующие темы, обсуждаем инструменты, что лучше, что хуже. В общем, чат действительно живой. И также еще будет информация по поводу набора групп. Уже было, в принципе, 2 стрима по теме там, съемки изделий и по теме продаж. Тоже, кому интересно, пишите в Telegram, и там как бы обсудим их детали, соберем группу и организуем еще несколько стримов. На этом все. Спасибо за просмотр и до новых встреч.